Если в космическом путешествии мы увидим существо с зеленой или серой кожей, большими глазами и удлиненным черепом, сразу все поймем. Долгожданная встреча с инопланетянином состоялась. Протянет ли он нам руку, лапу, щупальце или какую-то другую конечность, и будет ли это дружественным жестом? Вопрос пока риторический, ведь внеземных существ никто из нас в космосе до сих пор не встречал. Зато на Земле то и дело всплывают рассказы очевидцев о контактах с инопланетянами, либо о том, что найдено тело пришельца. Причем облик таинственных незнакомцев периодически меняется. Что это? Дань моде? Либо нас посещают представители разных цивилизаций. Какая из них, по слухам, зачастила на Землю в нынешнем году? Давайте проведем собственное расследование, чтобы найти ответы на эти вопросы. И главное, выясним, где правда, а где вымысел. Рассмотрим факты об инопланетянах на Земле и, конечно, в космосе, ведь наше очередное путешествие по Вселенной никто не отменял. Мы уже рассказывали о том, что экипажи самолетов и кораблей США массово наблюдают в небе странные объекты, снимают их на камеру. Однажды в течение 20 минут удалось запечатлеть сразу 3 разных НЛО. Это стало сенсацией даже для самых завзятых уфологов. Съемку провел офицер самолета F-18 со своего айфона возле военно-морской авиабазы в Вирджинии. Непонятные летающие объекты на его снимке по форме напоминают желудь, сферу и металлический дирижабль. Пентагон подтвердил подлинность этих записей. В ведомстве подчеркивают, что военные нередко фиксируют необъяснимые явления в воздухе. Некоторые показания летчиков 2 раза рассмотрели в Конгрессе Соединенных Штатов Америки. А если НЛО перестали отрицать в Пентагоне и Конгрессе, это может быть серьезно. На слушаниях названо 400 случаев фиксации необъяснимых явлений в воздухе, военнослужащими, особенно летчиками. Законодатели пришли к выводу, что никаких таких зеленых человечков или разумных ящеров в нашем небе не летает. Заместитель министра обороны по разведке и безопасности Рональд Моултри заявил, что за НЛО обычно принимают метеозонды, воздушные шары, дроны, птиц, орбитальный мусор. И знаете, ближний космос действительно как гигантская свалка, забит всякой всячиной. Прямо сейчас, пока вы смотрите видео, над вашими головами что-то пролетает, сталкивается, разлетается на куски. Еще порой шалят призраки, но естественного происхождения. Это аномалии, которые вызывают атмосферные явления. Кристаллы льда, влажность, колебания температуры, а то и просто ошибки радаров либо глюки камер. Или еще один вариант. Почему бы каким-то вполне земным летательным аппаратом не скосить под НЛО? Лучшую маскировку сложно придумать. В Пентагоне подозревают, что так могут прятать свои неизвестные технологии Россия, Китай, либо частные компании. Наконец, эксперты не исключают, что на снимках летчиков может быть запечатлено что-то другое, пока неизвестное. Вот это слово «другое» оставляет лазейку для внеземного происхождения некоторых неопознанных летающих объектов. А если есть лазейка, кто-то в нее обязательно проберется. Так и случилось. Причем всех опередили не какие-то особо развитые инопланетяне. Первыми стали все те же конгрессмены США. Члены Палаты представителей в январе провели конфиденциальный брифинг. Они хотели выяснить, что правительство знает об инопланетной жизни. Официальные лица отказались комментировать то, что происходило на этом мероприятии, за закрытыми дверями. Только один американский чиновник заявил об отсутствии у правительства доказательств посещения Земли космическими пришельцами. Но ясно, что власти США перестали пренебрежительно относиться к теме НЛО. Наверное, что-то странное все же происходит в нашем небе. Иначе зачем конгрессменам проводить тайные встречи? Ну и вообще остается очень много загадок. Например, вы можете понять, почему летающие тарелки так ярко светятся? Чтобы выглядеть эффектнее на наших фото? Или инопланетяне хотят, чтобы их признали? Тем не менее, все новое НЛО очевидцы снимают на камеру и отправляют в соцсети.
Недавно удивительное видео с неопознанным летающим объектом над военной базой США вызвало ажиотаж в интернете. На нем в небе запечатлено нечто странное, похожее на гигантскую медузу. Она передвигалась легко и бесшумно, а также постоянно меняла цвет с черного на белый. Видео опубликовал в Instagram художник и режиссер Джереми Корбелл. Он пояснил, что непонятный объект пролетал над базой совместных операций США в Ираке. Его поймал в объектив камеры один из военнослужащих и передал Корбеллу. И еще рассказал, что после полета НЛО погрузилось в озеро, где оставалось в течение 17 минут. Затем снова всплыло и на высокой скорости под углом 45 градусов скрылось в небе. Видео вызвало множество откликов, причем прямо противоположных. Одни пользователи были в восторге и писали, что лучшего свидетельства об НЛО трудно найти, но другие объяснили непонятные явления просто пятном на объективе. А изменение цвета объекта в небе тем, как камера была направлена по отношению к Солнцу. Мы, несомненно, вправе присоединиться к тому или другому лагерю. Но точно идентифицировать объект в небе все равно не сумеем. Насколько можно доверять этой информации, тоже непонятно. Джереми Корбелл, конечно, известная личность. Он не первый раз публикует потрясающие изображения неопознанных летающих объектов над военными базами США. Снимки всегда популярны, но вызывают вопросы по поводу внеземного происхождения объектов, которые на них запечатлены. Их автора зачастую подозревают в желании поймать побольше хайпа, подогревая популярную тему НЛО. Еще одно видео с неопознанным объектом в небе снял Ричард Бэквит, прокурор города Рок-Спрингс в США. Это не секундная, а солидная 40-минутная видеозапись, где видно, как неопознанный летающий объект кружит в небе. НЛО на записи похож на пульсирующую оранжевую каплю света. Она покачивается взад и вперед в ночном небе. А в какой-то момент из огромной оранжевой капли, казалось, выходит белый свет меньшего размера. После этого большой светящийся объект зависает неподвижно на несколько мгновений, затем постепенно растворяется в воздухе. Это впечатляющее зрелище, но многие отрицательно относятся к тому, что яркая капля в небе – корабль инопланетян. Скептики стали писать в комментариях к видео, что движение объекта похоже на колебания камеры с мощным телеобъективом. Но Бэквит парировал, что камера стояла на штативе и была совершенно неподвижна. Он также добавил, что после съемки встретил недалеко от места события подростков, которые видели все то, что есть на записи. Судья затеял настоящее расследование этого случая. В настоящее время он связывается с местными аэропортами и радиолокационными станциями. Там автор видео надеется узнать, не засекли ли специалисты в небе нечто странное. Также он хочет провести множество математических расчетов в надежде точно определить местонахождение огней в ночном небе. Для этого придется провести опрос сотен людей, разыскать среди них очевидцев события, получить от них информацию, а затем ее проанализировать и сделать выводы. Если все это будет выполнено, то расследование, несомненно, получится серьезным. Да и самого судью трудно назвать легкомысленным человеком. Но у него в этой истории тоже явно есть свой интерес. Ричард Бэквит является горячим поклонником теории появления НЛО в атмосфере Земли. Он исследовал сотни наблюдений и сообщений о необъяснимых явлениях в небе своего штата. Однако есть свидетельства об НЛО от людей, которые точно не в теме и никогда паранормальными явлениями не интересовались. Пример можно привести невероятный снимок странной темной сферы, плывущей возле аэродрома Эль-Мираж, Калифорнии. Его представил обычный работник сферы обслуживания Энди Сегобиаехал. На фото видна странная сфера, которая неподвижно висит в воздухе. Автор снимка отчетливо рассмотрел объект, который находится примерно на высоте 15-20 метров. Он утверждает, что диаметр сферы достигал где-то 5-10 метров, приблизительно как верхушка большой взрослой пальмы. А сделана она была из материала, похожего на затемненное стекло, и висела в небе совершенно без малейших признаков движения. Очевидец сначала принял объект за черный воздушный шар, но, подойдя ближе, убедился, что это не так. Энди успел снять шарообразный объект, который начал двигаться,
очень быстро бесшумно проплыл над аэродромом и постепенно исчез за горизонтом. В соцсетях сошлись на мнении, что в данном случае очевидца НЛО не заподозришь в предвзятости или в корыстных целях использования снимка. Но мало кто поверил, что на видео снят летательный аппарат инопланетян. Уж очень объект похож на воздушный шар. Возможно, лучше определят природу сферы на видео эксперты, если, конечно, ею заинтересуются. Однако в этот раз мы ищем не транспорт инопланетян, а их самих. Нет сведений о том, что за штурвалом НЛО хоть однажды видели какое-либо существо. Но вот о встрече с пришельцами на Земле есть множество свидетельств, причем еще с доисторических времен. Индийские археологи обнаружили наскальные изображения возрастом в 10 тысяч лет. На них изображены гуманоиды, похожие в скафандрах, и еще объект необычной формы на треноге. Возможно, это космический корабль инопланетян. Чтобы узнать все точнее, исследователи намерены обратиться за помощью в НАСА. Недавно в центральной Танзании в заповеднике Свага-Свага археологи, возможно, тоже увидели инопланетян глазами древних жителей Африки. Специалисты откопали 52 доисторические стоянки и в них нашли наскальные рисунки. Большая часть их стерлась с течением времени, а те, что сохранились, поставили ученых в тупик. На одном из изображений видны загадочные фигуры человекообразных существ с гигантскими головами. Они во многом похожи на инопланетян, которых мы видим с экранов телевизоров. Есть также множество других археологических данных о пришельцах, которые посещали Землю. Но мы не будем углубляться в историю. Все равно сейчас невозможно полностью подтвердить или опровергнуть, кого и зачем древние художники запечатлели в своей живописи. А что в современности? Каждый из нас хоть раз в жизни слышал от кого-нибудь историю о встрече с инопланетным существом, живым или мертвым. Некоторые из таких свидетельств десятилетиями остаются на слуху. Один из самых резонансных случаев произошел в США еще в 1947 году. Фермер Уильям Брейзел обнаружил на своем ранчо в штате Нью-Мехико какие-то стержни из непонятного металла, куски неизвестного пластика, обрывки бумаги. После того, как он сообщил о находке с авиабазы ВВС США в Розуэле, на ранчо нагрянули солдаты и поспешно вывезли обломки. Пресса утверждала, что в городе разбилась летающая тарелка. Однако военные назвали таинственный хлам всего лишь остатками метеозонда. Многие люди решили, что от них скрывают правду. Ширились слухи о том, что военные идентифицировали внеземное происхождение обломков на ранчо Брейзела. И даже захватили там инопланетян. Лишь в 1997 году американские ВВС опубликовали по этому случаю объемный отчет, где все четко объяснили. Обломки принадлежали воздушному шару, который использовался при реализации засекреченного проекта «Могол». С его помощью США надеялись засечь испытания ядерного оружия в СССР. Миф о спрятанных на военной базе пришельцах был развенчан. Правда, это не помешало Розуэллу стать настоящей туристической Меккой для поклонников паранормальных историй. С тех пор многие люди заявляли о своих встречах с внеземными существами. Очевидцы в основном описывали инопланетян как небольшого роста человекообразных созданий с серой или зеленой кожей и яйцеобразными головами. В остальном описания разнились. Пришельцев характеризировали как необычно щуплых или, наоборот, плотных, с большими, иногда скрученными в трубочку ушами, либо вообще без них. Многие сходились на том, что незнакомцы обладают даром телепатии и внушения. Они якобы безо всякого насилия способны заманить человека на свою летящую тарелку или похитить его силой. На своих кораблях инопланетяне чаще всего проводят над пленными разные эксперименты, а потом возвращают их обратно на Землю. То есть действуют в духе «нас с вами». Почему нас? По версии одного из военнослужащих, люди проделывают то же самое с попавшими в их распоряжение пришельцами. Так, бывший сотрудник разведки Дэвид Граш на слушаниях в Конгрессе США заявил, что спецслужбы проводят опыты над инопланетянами или их останками. Граш уверял, что в 2019 году
получил задание собрать информацию о программах большой секретности в правительстве США, но столкнулся с противодействием на своей работе. Однако ему удалось выяснить, что в распоряжении федерального правительства есть объекты внеземного происхождения, а также останки неких нечеловеческих форм жизни. И Пентагон над этими инопланетянами или их мертвыми телами тоже проводит опыты. Граш, правда, признался, что сам лично ни НЛО, ни останков пришельцев не видел. И к тому же он не может разглашать подробности о программах, которые упоминал в Конгрессе. На слушаниях эту информацию сочли ничем не подтвержденной, и даже вопрос о ее проверке не встал. Тем не менее, секретный брифинг правительства США по вопросам НЛО и инопланетян, как мы знаем, все же после этого состоялся. Но мы не будем дальше гадать о его повестке, поскольку в Мексике недавно случилось кое-что еще более сенсационное. Там наконец-то представили инопланетян, хотя не живых, а только их мумии. Существа, которых продемонстрировали конгрессменам, действительно оказались гуманоидами, ростом около 1 метра, с очень худыми телами, серой кожей и неестественно большими вытянутыми головами. Типичные гуманоиды, представленные в поп-культуре. Правда, на руках и ногах существ, показанных конгрессменам, было по 3 больших пальца. Но это, согласитесь, не самое существенное отличие. На заседании останки представил Хайме Моссан, который назвал себя исследователем НЛО. Он заявил, что мумии обнаружены в 2017 году недалеко от линии Наска. Так называется древний памятник в южной части Перу, который представляет собой гигантские геометрические узоры на горном плато. Исследователь утверждал, что предполагаемые тела якобы изучил Национальный автономный университет Мексики. По мнению Моссана, научный анализ, представленный депутатом, доказывает, что телам действительно около 1000 лет, и они не связаны ни с одним известным земным видом. Исследователь даже настаивал на том, что одно из существ является самкой, и в ее теле обнаружены некие странные яйца, вероятно, органы размножения. Директор научного института здравоохранения ВМС Мексики Хосе Бенитес также выступил на заседании, поддержав версию Моссана. Эксперт заявил, что находки якобы подвергли рентгенографии, 3D-реконструкции и анализу ДНК. Результаты показали, что тела не связаны ни с одним земным видом, а тем более человеком. На эти заявления отреагировали исследователи, которым Моссан действительно ранее направлял образцы для анализа. Специалисты заявили, что провели углеродное датирование материала, во время которого оценили только возраст образцов, а не их происхождение. Другие ученые предположили, что, возможно, это останки неизвестных науке земных существ или даже некие гибриды животных с человеком. Есть сведения, что некоторые тесты ДНК действительно подтвердили присутствие в мумиях человеческого материала. В то же время другие анализы этого не показали. Кроме того, ряд экспертов высказал мнение, что фигурки изготовлены из частей земных мумий, а не останков нечеловеческого происхождения. Споры насчет происхождения удивительных фигур, представленных в Конгрессе Мексики, до сих пор не утихают и, вероятно, будут длиться очень долго. Тем временем в сети появляются новые видео, где предположительно сняты пришельцы с других планет, и они абсолютно не похожи на маленьких худых карликов с огромными головами. Как же выглядят эти загадочные существа? Сейчас посмотрим на фото и видео очевидцев. Но прежде немного приоткроем тайну. 2024 многие уфологи уже окрестили годом высоких инопланетян. И это основное отличие новой версии внеземных существ, которые в основном сняты очевидцами. В первый день Нового года возле торгового центра Майами между подростками вспыхнула драка. Они запустили фейерверки, которые прохожие ошибочно приняли за стрельбу, что вызвало массовую панику. На место происшествия моментально прибыла полиция. Однако люди начали говорить, что полиция быстро отреагировала из-за появления в том месте высоких инопланетян, которые по какой-то причине бродили по торговому центру. Слух, судя по всему, был вызван единственной публикацией в сети X,
в которой говорилось о закрытии аэропорта Майами из-за угрозы инопланетного вторжения. И еще о том, что в регионе из-за вмешательства пришельцев наблюдаются перебои в подаче электроэнергии. Кроме того, было опубликовано размытое видео, где на заднем плане среди толпы якобы маячат неестественно высокие фигуры. Гигантов многие приняли за инопланетян. Но доказательства этой версии большинство пользователей соцсетей считают очень сомнительными. А вот еще один ролик, тоже несколько размытый, но быстро ставший хитом в интернете. Кадры сняты в бразильском острове Илья-ду-Мел и показывают нечеткие фигуры, идущие по холму. Сара Далете, снимавшая видео, утверждает, что этот район с очень сложным, изрезанным рельефом недоступен для прогулок. К тому же чьи-то неестественно высокие фигуры не просто очень быстро передвигались по той непроходимой местности, а мчались просто на реактивной скорости. Многие комментаторы поддержали версию того, что в кадр попали инопланетяне. Любители троллинга тоже не обошли вниманием этот список. Футболист Питер Крауч, известный своим высоким ростом, в шутку заявил, что в той местности он любит проводить свободное время и с удовольствием дебютировал в роли инопланетянина. Несколько дней спустя итальянский баскетболист Филиппе Мотта вполне серьезно сообщил, что является одной из фигур на видео. Однако так ли это, точно неизвестно. Кадры оказались чересчур размыты, чтобы вызвать интерес у серьезных экспертов. Нет достаточных подтверждений и других видеофиксаций встреч с высокими инопланетянами в 2024 году, которые с завидной регулярностью очевидцы выкладывают в соцсети. Но охотники за внеземными существами сдаваться не собираются. Многие из них считают, что отсутствие достоверных видео ничего не доказывает. Пришельцев на Земле очень много, и у них даже есть постоянные базы на нашей планете. А почему мы до сих пор не обнаружили их самих и их убежища? Просто не там ищем. Нужно сосредоточить внимание на загадочных родственниках НЛО, которые называются НПО, то есть неопознанные подводные объекты. И понятно, что они перевозят совсем не людей, а инопланетян, которые обитают в глубинах Мирового океана. Иногда пришельцы без своего транспорта совершают надводные прогулки или даже выходят на сушу. Охотник за внеземными существами Найджел Уотсон считает, что в этом нет ничего удивительного. Наша планета на 70,8% покрыта океаном, и пока изучено не более 20% его вод. Фактически мы больше знаем о Луне и Марсе, чем морском дне. Иными словами, инопланетяне выбрали самое надежное место, чтобы спрятаться от человеческих глаз. Особенно по мнению Уотсона. Пришельцам пришлось по душе Северное море, а также воды возле Калифорнии и Пуэрто-Рико. Есть множество сообщений о появлении НПО от очевидцев. Вот как бывший пилот военно-морских сил США Дэвид Фревер описал разговор со своим коллегой, который встретил неопознанный подводный объект. Недалеко от Пуэрто-Рико пилот вытаскивал из моря отработанные учебные боеприпасы на вертолете ВМС США. Внезапно мужчина увидел большой круглый объект, который не был подводной лодкой, но поднимался из пучины океана. Странное плавательное средство захватило учебную торпеду, которую военнослужащего послали забрать на базу, и потащило ее на глубину. После этого торпеда так и не всплыла. Или вот еще один случай. Научный сотрудник Боб МакГвир из Технологического института Вирджинии, находясь по работе на подводной лодке, стал свидетелем таинственного происшествия. Неизвестный объект проплыл над субмариной со скоростью, превышающей звуковую. МакГвир сообщил команде, что бортовой гидролокатор засек НПО. Однако подводники решили не проводить расследование, чтобы сосредоточиться на своей миссии. Согласно сообщению ученого, встреча с быстроходным НПО длилась всего несколько секунд, и толком его никто не рассмотрел. Не так давно французские моряки также заметили в воде странные явления. Что-то сверкающее выскакивало на поверхность, как гигантские кузнечики, и без всплесков опускалось назад. В целом же сотни моряков из разных стран говорили о появлении светящихся пятен, кругов, сфер в водах океана. Ученые согласны, что столь массовых галлюцинаций быть не может.
Однако, по имеющимся данным, не могут эти явления объяснить. Тем временем случилось нечто еще более масштабное. Охотники за инопланетянами стали говорить о том, что в океане есть подводная база пришельцев. Она расположена на глубине примерно 600 метров у берегов Калифорнии. Существует около 100 свидетельств того, как НПО в той точке опускались в воду и поднимались из нее. Позже загадочную подводную структуру даже нанесли на карты Google Earth. Однако эксперты после изучения всей информации никаких достоверных признаков базы в том месте не нашли. По их выводам, все свидетельства о странных тенях и огнях в водах связаны с природными явлениями, причем совсем не уникальными. Однако недавно появилась похожая информация, причем уже от ученых. В самом центре Бермудского треугольника обнаружены две гигантские пирамиды. Открытие сделал известный океанолог Верлар Кнеллер. Он заявил, что пирамиды созданы не так давно из неизвестного науке материала, по фактуре напоминающего толстое стекло. Конечно, это не прямое доказательство того, что объекты являются инопланетной базой. Прежде чем сделать какие-то выводы, ученые хотят основательно изучить удивительные пирамиды в Бермудском треугольнике. С нетерпением ждем результатов, но нас сейчас больше интересует, видел ли кто-то под водой самих инопланетян. По крайней мере, некоторые утверждали, что их слышали. Экипажи подводных лодок сообщают о странных звуках, напоминающих кваканье лягушек. И это совпадает с появлением каких-то непонятных объектов вблизи субмарин. Специалисты ВМФ более 20 лет исследовали этот феномен. Но сколько бы ни бились эксперты, им так и не удалось обнаружить источник этих звуков или самих таинственных квакеров. Догнать квакающие объекты, силуэты которых мелькали в воде, тоже ни разу не удалось. Они всегда двигались гораздо быстрее самых современных подводных лодок и легко ускользали от преследователей. Некоторые исследователи считают квакеров неизвестным науке видом полуразумных животных, а уфологи относят это к прямым доказательствам существования под водой инопланетян. Их, возможно, даже видели на озере Байкал, только история закончилась трагически. Во время учебных сборов в районе западного побережья озера подводники несколько раз встречали на глубине 50 метров неизвестных пловцов 3-метрового роста. Одетые в серебристые облегающие комбинезоны, они передвигались с большой скоростью. У очевидцев создалось впечатление, что неизвестные за ними шпионят, и решено было захватить одного из них. Но как только на одного из таинственных пловцов попытались набросить сеть, таинственный мощный импульс выбросил группу захвата на поверхность. В результате из-за редкого перепада давления 3 людей погибли, а 4 стали инвалидами. Правда, нет никакого официального подтверждения этой печальной истории или снимков загадочных пловцов в серебристых костюмах. А житель штата Флорида нашел непонятное тело во время прогулки по берегу океана. По его словам, находка походила на труп человекообразного существа. Монстра полностью покрывала чешуя, а вместо рук и ног у него были хорошо развитые плавники. Хозяин предложил существо одному из музеев, но затем резко передумал и продал его в частную коллекцию. Было ли тело странного морского создания подделкой или представляло собой переходную ступень между человеком и морским млекопитающим, достоверно узнать не удалось. Но уфологи и многие пользователи соцсетей уверены, что это представитель расы инопланетян, которые обитают в океане. И в один прекрасный день кто-нибудь из людей встретится с ними под водой или на берегу лицом к лицу. А пока они обратили свои взоры в космос и ищут свидетельства об инопланетянах среди данных телескопов. Давайте посмотрим на самые интересные находки уфологов. В основном они касаются Марса, и некоторые снимки марсохода просто взорвали соцсети. Вот это фото уфологи до сих пор считают одним из ярких примеров инопланетной жизни на Красной планете. На нем ясно виден череп, очень похожий на человеческий, только немного вытянутый. Его можно заметить на 360-градусном панорамном изображении с высоким разрешением, сделанным марсоходом.
Пользователи интернета отреагировали на фото шквалом вопросов и комментариев. Как на Марсе появился череп человека? Или он принадлежит марсианину? Может, вокруг можно найти еще множество останков вымерших обитателей планеты? Все разъяснилось очень быстро. Внимательно рассмотрев увеличенный снимок, вы увидите, что загадочный объект – просто один из многочисленных марсианских камней. Хотя издали он действительно, очень похож на череп. А вот как объяснить это фото? На нем в марсианском небе виден некий странный объект. Причем он появляется только на третьем из 4 изображений, сделанных одно за другим. Так что это не пылинка на объективе камеры. Похоже, над планетой передвигается что-то непонятное. Уфологи сразу же предположили, что это корабль внеземных цивилизаций или даже летящее инопланетное существо. Следующее фото, которое опубликовал известный уфолог Скотт Уоринг, еще более сенсационное. На нем некоторые усмотрели уже не просто череп, а целого инопланетянина. Действительно, на снимке, похоже, на камнях лежит человек или, по крайней мере, гуманоид, ростом около метра. Он в темном костюме с серым предметом, похожим на рюкзак на плече. Незнакомец смотрит прямо в сторону марсохода. Уоринг утверждает, что даже заметил следы инопланетянина возле места его отдыха. Впрочем, радоваться долгожданному фото внеземного существа нам не стоит. По мнению экспертов, изображение взято из гораздо большей панорамы и создано на основе необработанных кадров, опубликованных на Mars NASA Gov. В первоначальной версии снимков неодушевленные предметы могут выглядеть как что-то, чем на самом деле не являются. НАСА не прокомментировали это изображение, как и некоторые другие странные фото и события на Марсе. Вероятно, в настоящее время у ученых не хватает сведений для полного анализа и объяснения данных аномалий. Тем не менее, в американском космическом агентстве полностью не отмахиваются от подобных сигналов. Недавно в НАСА создали специальную комиссию по работе с информацией о неопознанных аномальных явлениях. Комиссия уже провела свое первое публичное заседание. На нем заявлено, что аномальными можно назвать от 2 до 5% объектов из общей базы данных, и их тщательно изучают. Так что шанс на встречу с инопланетянами на Марсе или даже на Земле, согласитесь, все же остается. Представим, что это невероятное событие, которое все так долго ждали, произошло. Встреча с настоящим инопланетянином. У любого из нас сердце, наверное, начнет выскакивать от радости из груди. Но эйфория продлится недолго. Что делать дальше? Как найти общий язык с непонятными существами? На этот вопрос наука до сих пор не может найти ответ. Когда люди столкнутся с внеземной жизнью, то придется общаться с незнакомцами совсем не похожими на нас. Само отличие анатомии мозга и тела способно сильно все изменить, ведь наше мышление во многом является их продолжением. Как правильно разделить сигналы совершенно непонятного создания на составляющие и определить их суть? Будет ли инопланетянин реагировать на сообщения, сделанные на основе этого анализа? К счастью, на нашей планете есть существа, которые достаточно умны для того, чтобы вести беседу и при этом отличаются от людей. Речь идет о горбатых китах, которые составляют чрезвычайно длинные и сложные песни, своего рода рассказы о своей жизни. Эти удивительные сообщения ученые уже частично расшифровали. Эксперимент провела команда ученых из Института Сети, Калифорнийского университета и Фонда китов Аляски. Исследование проводилось у побережья Антарктиды в форме обмена сигналами с самкой горбатого кита, которую назвали Твейн. Разговор длился в течение 20 минут, и во время него исследователи беспрерывно фиксировали, как гигантское существо реагирует на сообщения людей. Ученые установили, что кит прекрасно понимает сигнал приветствия. Да и на остальные послания самка реагировала именно так, как если бы это был естественный разговор. То есть она понимала сигналы от представителей другого вида, в данном случае человеческого.
Исследователи придают большое значение полученным результатам. Их эксперимент доказывает, что люди способны правильно выделять элементы в разговорах созданий, совершенно не похожих на нас. А они, в свою очередь, могут искать человека-контактера для того, чтобы наладить разговор. Это хорошая новость для нас, космических путешественников. Если где-то во Вселенной мы столкнемся с инопланетянами, то мало шансов обнаружить гуманоидов, похожих на людей. В чужом мире наверняка будут совершенно иные условия. От этого зависит, какие формы примет жизнь. Планета с безумной силой тяжести вмиг уничтожила бы гуманоидов, превратив их кости в порошок. Обитатели такого мира наверняка окажутся приземистыми, мощно сложенными, с толстой кожей или даже броней и множеством конечностей. Такие себе разумные блины-многоножки, которые навстречу с нами не придут и не прибегут, а перекатятся или приползут из-за сильной гравитации. А на планете Океане с самыми лучшими намерениями к нам могут подплыть создания вроде осьминогов или медуз, надутых легкими газами, как шары. На планете с чрезвычайно низкой гравитацией тепло пообщаться с гостями, возможно, захотят чудовищные сверчки, бабочки размером с ястреба или птицы больше, чем самолет. С любым из таких фантастических аборигенов нам придется находить общий язык, и тут могут всплыть неприятные моменты. В отличие от горбатых китов, наши собеседники могут воспринять слова приветствия как агрессию, да и руку, протянутую для дружеского пожатия, тоже. Но тогда, может, от жестов и слов лучше перейти к картинкам? Нам кажется, что невозможно воспринять негативно, например, изображение Солнца. Для любого человека это символ тепла, света и жизни. Однако инопланетяне могут увидеть на картинке взрыв и подумать, что мы прибыли уничтожить их планету. Тогда почему бы не попытаться понять друг друга посредством математических формул, геометрических фигур? Ученые считают, что с этим тоже не все однозначно. Далеко не факт, что инопланетяне правильно воспримут наши обозначения, а мы их. Представим самое простое. Нам прислали треугольник. В нем легко увидеть здание, балалайку, пирамиду, колокол, да даже кусок пиццы. Эксперты говорят, что некоторым геометрическим фигурам соответствует бесконечное количество объектов. Немыслимо выйти за пределы математических абстракций в мир конкретики без использования языка. И в целом, математика, физика, химия внеземных цивилизаций способны сильно отличаться от наших. Кажется, что вступить в контакт с внеземными существами вряд ли получится. Однако ученые утверждают, что это больше техническая проблема. Все равно любые разумные создания как-то общаются, возможно, на других волнах, с помощью недоступных нам излучений. Рано или поздно, при обоюдном желании, мы сумеем друг друга понять. Труднее будет, если перед нами окажется нечто невообразимое. Форма жизни, отличная от людей по химическому составу. На Земле основой любых биологических молекул является углерод. Из него состоят все живые организмы, от бактерий до человека, и мы думаем, что так везде. В действительности жизнь способна развиваться на основе какого угодно элемента, например, бора или серы. Но самый возможный вариант – кремний, которого много в космосе. Скажем, мы можем встретиться с какими-то разумными кристаллами или камнями на основе кремния. Как вступить в контакт с подобными созданиями, невозможно даже предположить. Хотя со временем ученые наверняка справятся и с этой задачей. Спешить им пока что некуда. На сегодняшний день во Вселенной нам не удалось обнаружить ни одной даже простейшей формы жизни, не говоря уже о разумных существах. Но исследователи все дальше продвигаются в поиске признаков обитаемости планет. И давайте закончим наше космическое путешествие на позитиве, рассмотрев их последние достижения. Начнем с тех объектов, к которым лететь ближе. Какой из них называют одним из самых перспективных кандидатов на вторую Землю? Конечно, Марс. Илон Маск уже объявил о проекте колонизации Красной планеты. И, возможно, там нас ждут соседи, хотя микроскопические и практически невидимые. Недавно марсоход сделал шокирующее открытие.
Возле древних источников воды ему удалось отыскать органические молекулы. Это не первый случай, когда марсоходам попадалась органика на Красной планете. Например, в 2013 году марсоход обнаружил окаменелости, схожие с теми, что формируют земные микробы на мелководьях озер и рек. Однако находка важна тем, что сделана в месте древнего слияния реки и озера, особенно благоприятном для жизни. Местность расположена в кратере Джезеро шириной 45 километров. Дельта образовалась около 3,5 миллиардов лет назад, и все это время в ней откладывались песок, грязь, соли. На Земле в таких осадочных породах чаще всего находят окаменелости древних существ. Молекулы из кратера Джезеро просканировал прибор марсохода «Шерлок», специально предназначенный для идентификации органических и химических веществ. Среди прочих элементов он выявил атомы водорода, связанные с атомами углерода. Мы уже упоминали, что углерод имеет решающее значение для жизни, какой мы ее понимаем, и может указывать на биологическую активность. К тому же некоторые молекулы были кольцеобразными, а мы знаем, что такую структуру на Земле имеют необходимые для жизни аминокислоты. А важно и то, что в породе кратера Джезеро органические молекулы переплетаются с сульфатами. На Земле отложения сульфатов сохраняют органику и часто содержат признаки жизни. Правда, молекулы в кратере могли образоваться и естественным путем. Точнее, определить их происхождение ученые смогут лишь после доставки образцов на Землю, которую НАСА планирует в ходе следующих миссий. Но кроме Марса в Солнечной системе есть еще один объект, который считается перспективным для поддержания жизни. И это совсем не планета, а один из спутников Сатурна – Энцелад. Не исключено, что на далекой Луне нас тоже ожидают соседи, подобные марсианским. По крайней мере, количество факторов, указывающих на это, в последнее время увеличилось. Давайте совершим виртуальный полет на спутник и узнаем, что это за существа. Мы точно не найдем на Энцеладе гуманоидов, львов, тигров или бегемотов. Вряд ли там есть и какие-то более мелкие обитатели. А вот микроскопические создания, возможно, давно хозяйничают на этой Луне. По мнению ученых, вероятность обнаружить их на Энцеладе гораздо больше, чем в каком-либо другом месте Солнечной системы. О том, что под корой Энцелады находится океан жидкой воды, известно уже много лет. Эти сведения астрономы получили благодаря космическому аппарату Кассини, несколько раз близко подлетевшему к Луне. И еще в выбросах со спутника, которые идут изнутри, не раз находили различные органические молекулы. А недавно ученые обнаружили в океане фосфор, который тоже является важным для существования жизни. И вот теперь новое открытие, которое сделано на основе данных Кассини. Сам аппарат еще в 2017 году упал на Сатурн, однако за годы работы он собрал столько данных, что ученые до сих пор делают открытия на основе их анализа. Ранее исследователи откопали в этих архивах сведения о метане, который вполне может быть результатом биохимических реакций на Энцеладе. Однако его синтез нельзя сравнить с процессами окисления в живых клетках. Теперь международная команда астрономов выявила на спутнике Сатурна новую молекулу, которая является очень важной для жизни. Речь идет о синильной кислоте. Но при чем здесь страшный яд, который смертельно опасен для людей? Дело в том, что он играет чрезвычайно важную роль в биологических процессах на Земле. Молекула синильной кислоты состоит из атомов водорода, азота и углерода. Также ученые провели самый детальный на сегодня обзор веществ, содержащихся в океане Энцелада. Они пришли к выводу, что земная жизнь могла бы там существовать. В океане Луны Сатурна есть все, что для этого необходимо. Исследователи даже смоделировали возможное развитие в условиях Энцелада архей, земных микроорганизмов. Они существуют на нашей планете уже 3 миллиарда лет и освоили самые разнообразные среды. Моделирование показало, что земные клетки способны выжить в океане спутника Сатурна. При этом не исключено, что жизнь на Энцеладе породила свои, более приспособленные к местным условиям формы. Можно сделать еще много потрясающих предположений по поводу таинственного подземного океана Энцелада.
Но мы лучше посмотрим, что в последнее время ученые обнаружили за пределами Солнечной системы. Далеко в космосе нас ждет нечто совершенно неожиданное. Место, где вроде бы никак не должно быть живых существ, но обнаружены их признаки. Это не планета, не спутник и даже не астероид, а просто сгусток газов, приправленный пылью. Молекулярное облако Персея. В 850 световых лет от Земли. Оно представляет собой очень яркую и самую близкую к нам область активного звездообразования. Облако Персея очень молодое, возрастом не более 2-3 миллионов лет. Несмотря на это, в нем уже начали образовываться первые звезды и протопланетные диски. Немногим ранее ученые уже нашли в облаке Персея фуллерены. Это крупные неорганические молекулы, которые представляют собой особую форму углерода. А теперь международная команда астрономов выявила в облаке Персея огромное количество органических молекул. Они входят в состав живых клеток, и из них строятся рибонуклеиновые кислоты и белки. Ученые уже находили такие молекулы жизни в газопылевых облаках и в составе метеоритов. Кроме того, известно, что их синтез возможен в космосе. Вероятность попадания этих веществ на новорожденные планеты очень интересует исследователей, поскольку может прояснить феномен зарождения сложных форм жизни в нашем мире. Геологические исследования указывают, что появление первых живых существ на Земле было стремительным, и доклеточная эволюция продолжалась не очень долго. Возможно, причина в том, что на нашу планету из космоса выпал дождь из уже готовых кирпичиков жизни. Но найдем ли мы здания из таких кирпичиков где-то на других планетах? Познакомимся ли, наконец, с кем-то из себе подобных в других мирах? Пока, как мы видим, до этого далеко. Однако большинство людей продолжает верить в скорую встречу с инопланетянами. Во Вселенной случается немало чудес, о которых мы просто еще не знаем. Так почему бы однажды не произойти и этому? Жители города Лексингтон в штате Кентукки решили первыми поймать удачу, отправив официальное приглашение инопланетянам. Инициаторы этого неординарного события сообщают, что прошлой осенью послали инфракрасный лазерный сигнал к звездной системе Тропист-1 в 40 световых годах от Земли. Если там есть развитая цивилизация, она получит сообщение в 2063 году. Послание содержит растровое изображение простых чисел, элементов, а также рисунки людей, лошадей, городские пейзажи и многое другое. Акция, понятно, была не столько научная, сколько туристическая. Сигнал, который послали из Лексингтона, обладает малой мощностью и вряд ли дойдет до Тропист-1. Да и астрономам точно неизвестно, существует ли там жизнь. Еще меньше шансов того, что она разумная. Но если инопланетяне там есть, им не устоять. В своем послании жители Лексингтона пообещали гостям щедрое угощение знаменитым местным бурбоном и разными яствами. Для гурманов это большой соблазн преодолеть все препятствия и добраться до Земли.